Животные всегда придут на помощь. Они намного добрее, чем люди. Дикие животные, которые по природе никогда бы не помогли человеку, но бывают исключения. Эта история началась в далеком 1998 году. На свет появилась девочка по имени Ксюша. Спустя 6 лет она пошла в школу. Живя в деревне, она поняла, что тут одни алкаши. У нее был друг Петя. У него был волк по кличке Вой. Однажды Ксюша пошла гулять, и возле Петиного дома на нее напали хулиганы. На крики прибежал Вой и распугал бандитов. Ксюша убежала домой. Как только Ксюша смогла собраться с мыслями после нападения, она поспешила рассказать своим родителям о произошедшем. Они сразу вызвали полицию, но хулиганы успели скрыться до приезда правоохранительных органов. Ксюша была в шоке от случившегося, но ее сердце наполнилось благодарностью к Вою, который пришел на помощь. Она решила навестить Петю и поблагодарить его за то, что Вой спас ее от опасной ситуации. Когда Ксюша пришла к Пете, он уже ждал ее с нетерпением. Они обнялись, и Ксюша сказала: «Спасибо, Петя, ты и Вой спасли мне жизнь». Петя скромно улыбнулся в ответ и сказал, что Вой всегда готов помочь ей и защитить от любой опасности. С тех пор Ксюша и Петя стали неотделимыми друзьями. Каждый день после школы они проводили вместе время, гуляя по окрестным полям и лесам. Вой всегда сопровождал их, будто бы он был их надежной охраной. Вой был великолепным и преданным другом. Он помогал Ксюше и Пете не только в трудных ситуациях, но и в повседневной жизни. Когда Ксюша грустила или была не в настроении, Вой приходил и ласково нюхал ее руку, словно обнимая и успокаивая. Он никогда не требовал ничего взамен, лишь своим присутствием и добрым сердцем он дарил им чувство безопасности и любви. Со временем Ксюша и Петя подросли. Они переехали в большой город, чтобы получить лучшее образование и начать новую главу своей жизни. Вой остался в деревне, где его по-прежнему окружали люди, которые нуждались в его защите и заботе. Годы прошли, и Ксюша вернулась в деревню вместе со своей семьей, чтобы провести отпуск и повидаться с Петей. Когда она увидела Воя, ее сердце заполнилось радостью. Она обняла его и сказала: «Ты всегда будешь нашим героем, Вой. Без тебя мы не смогли бы преодолеть некоторые трудности в жизни». Вой в ответ лизнул Ксюшу, будто бы подтверждая ее слова. Он все так же был верным и преданным другом, готовым всегда прийти на помощь. Животные всегда имеют особое место в сердцах людей. Они не только приносят радость и умиротворение, но и способны помочь в самых трудных ситуациях. История Ксюши и Воя – это пример того, как доброта и преданность животных могут изменить жизни людей. Пусть каждый из нас найдет в своей жизни такого верного друга, который всегда будет рядом, готовый поделиться своей любовью и защитить от бед и опасностей. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.